Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре француз, тяжелый танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка AMX М451. Вот такой вот гордый, видите, по силуэту, красавец. Ну и пойдем мы, конечно же, сначала смотреть бронирование AMX М451. Go! Итак, collision модель нашей тачки. Ну и давайте глядеть. НЛД 240 миллиметров. И как для НЛД это невероятно много. А если этот танк еще вот так рэмбанет, ну ладно, уж я перекрутил, согласен. 270 там обеспечено. Центральная часть, стык такой между НЛД и ВЛД 250. Тоже неплохо. ВЛД снизу 263, сверху 280. Надгусеничные полки 337. Там, ну, 340, грубо говоря. И, соответственно, на этом танке танковать желательно от переда. Сами видите, что происходит. Но голдой сюда кто-то вас да будет пробивать, да. Ладно, касаемо маски. Маска у нас, видите, огромная, да. Справа и слева маски 300. Здесь 280, 277 рикошет, 500, 600. Короче, маска невероятно крепкая. Основная бронеплита снизу, под маской, 300. Над маской, 382. Вот эти щеки, 560, там 400, там вот это 485. Короче, ослабленных зон у этого танка в башне вот здесь нигде нет. Верхняя планочка 60 миллиметров пробивается под хорошим рикошетным углом, пробивается только, правильно, по правилу 3 калибров, и это 180 миллиметров плюс. Лючок 182, лючок 175. Безусловно, это, конечно, печалит при такой броне иметь такие шляпы. Вот, боковое бронирование 60, и от борта он, конечно, танкует, но скудно за счет рикошета, еще и подставляет вот эту щеку, превращая ее там в 230 миллиметров, да. Ну и в целом, конечно, для тяжелого танка, ну что это такое 60? Поэтому на этой машине танковать надо от передка, а не от борта. Так, с броней разобрались, смотрим основные модули и быстро. Две пушки у нас. Угу. Катаю на стоковую, потому что на топовую у меня пока не хватает свободного опыта. Да, не хватает даже в сумме. Поэтому вынужден пока ездить на ней. Но она неплохая. Чем неплохая? Она вообще спорно, на какой пушке на девятке надо ездить. Да, альфа здесь меньше, но посмотрите, какое бронепробитие на основном и на голдовом снаряде. 257 и 315 против 242 и 270. Заряжается быстрее, точность лучше, быстрее сведение. И, честно говоря, даже не хочется выкачивать вот это топовое орудие, потому что я считаю, оно просто нафиг не нужно. Вот, обязательно качайте топовую башню, потому что именно в топовой башне и зашита вся наша броня. Обязательно рацию по двигателю. На стоке у нас 750 лошадей, здесь у нас 1100. Это 450 лошадей к плюс 750. Это более чем 50% подвижности. Топовую ходовую тоже важно прокачать. Вездеходная ходовая, отстройка параллакса, звукоизоляция. А здесь настройка отбора мощности. Вот, здесь качаем огневую мощь вторым слотом. Тем более, что во второй слот я поставил досел. Ставим стап, и в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, ставим закалочку. Снаряды основной ББХ голда подкол, 1067 ББ, 1334 подкол летит, кайф. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. 5 членов экипажа. У нас есть радист. Перки наблюдаете перед собой в табличке. По УВН у нас в принципе все неплохо. А мы помним, да, какая у нас броня. Так что огонь, да. По ХП 2090. Как и у коня того же самого на этом левеле. По мобильности 35 вперед, 15 назад. 15 лошадей на тонну, удельная мощность. Сказать, что прям супер медленный, нет.
обычный супер тяжелый танк. Да, назовем это так. По обзору 415 метров слеповатый чуть-чуть. Вот. Значит, по плюсам минусам. Невероятная броня, если правильно танковать на нем от передней части корпуса. Это плюс. По подвижности скорее минус, чем плюс все равно, потому что есть на 9 уровне тяжелые танки, которые, ну, не 35 ездят уж точно, а 40 и 45, а некоторые и 50. У нас, к сожалению, 35, да, ну какая броня. По обзору точно минус, слепая машина. По количеству хп норм, ни плюс, ни минус. По пушке УВН присутствуют, хорошее пробитие, нормальная альфа есть. Конечно, хотелось бы побольше, как на топовом орудии, но тогда мы жертвуем худшим сведением и худшей точностью, да, при большей альфе. И, кстати, дольше пушечка-то тоже заряжается, поэтому рекомендую на стоковый все-таки гонять на этой машине. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, на что француз, собственно, способен. Go. Так, господа, попали на Париж. Обзор боя АМХ М451. Французский тяжелый танк 9 левела. Сейчас поедем драться, да, с девятками и восьмерками. Конь. Конь, да, имба. Подколы были бы у меня камули, мы бы сейчас бы его хлестали бы в башню. Но поскольку подколы будут частые рикошеты. Кто помнит, куда коню надо в лючок стрелять? Правильно, слева и справа, но не в центр. Вот сейчас будем тестить нашу гипотезу. А в носу ковыряться не будем. Потный поджим. Я думаю, сейчас потный поджим БЗ сначала устроит. Наш 176. Нет, БЗ не устроит потный поджим. Неплохо. Ой, сейчас я получу на перекатке. Да, получу. Успеваю. А может нет. Да. Слава богу. Без сильного урона. Ну все, они меня фармить едут. А где помощь-то? Все, знатно зажили.
Прям в башню его всекли. Хорошо. Немного свалочка тут у нас образовалась. Как я зажил чудом каким-то, просто непонятно. Все, наши в раж пошли. Не попал. Они все к нам в угол убежали. Пробитый. Ладно, 3400, 2700 натанковали, переигрывать не буду. По-моему, и так все понятно, как я долго жил, когда меня просто мутузили. Вот такая вот броня у Млехи. А 10-я Млеха вообще имба жесткая. Я, конечно, немного растерялся, когда меня канифолили там. Китаец с этим, кто там был? 257, по-моему. Ладно, первое место по урону есть. Уже неплохо, до 4К чуть-чуть не дотянули. Один шотик, ну ничего. В целом, броня огонь, пушка нормальная. Подвижность для такой дуры тоже. Ребят, пишите свои комментарии, если есть такая тачка в ангаре. Какое вы используете оборудование. Вот. Как вам в целом этот танк. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Но я говорю, до скорых встреч. Пока. Да, кстати, забыл. По пятибалльной системе танку ставлю 4 твердую. Прям реально заслуженно. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.